Приветствую вас на канале. Сегодня в заметках о виске бленд Ханки Баннистер Heritage Blend. Переводится наследие. Этот бленд – результат работы мастера-купажиста компании Inverhouse Distillers. Именно этой компании теперь с 1980-х годов принадлежит бренд Ханки Баннистер. И после того, как Inverhouse Distillers приобрела все права на этот бренд, им достался архив с рецептурой и полагается архив, содержащий также старые бутылки купажированного виски начала 20 века. И получив в свое распоряжение такой ценный экспонат, такие очень важные, интересные архивные документы, мастер-купажист решил воплотить в жизнь бленд, который по вкусовым своим качествам очень сильно бы напоминал онный виски, который продавался в промежутке 1924-1928 годов. И стоит отметить, в начале 20 века и середины 19 века большое распространение имели именно виски купажированные. Лишь только в 70-х годах прошлого века виски односолодовый набирал популярность, а до этого популярность обладал только виски купажированный. И весь мир узнал о скотче только лишь благодаря тому, что он о себе заявлял в виде именно купажа. Бренд Ханки Баннистер был основан в 1757 году господами по фамилии Ханки и Баннистер. В середине 19 века, начале 20 века они стали основными поставщиками королевского двора при короле Георге V, королеве Виктории и Эдуарде VII. И вообще их вся деятельность именно и заключалась в том, что они были основными поставщиками королевского двора. И уже в последнюю очередь как ботлеры. Судя по всему, мастер-купажист компании Inverhouse Distillers был настолько потрясен, вдохновлен теми архивными данными, которые попали ему в руки. Возможно, они ностальгировали тем временем, когда купажи были очень высокого качества. Начало 20 века большинство купажей, подавляющее большинство, имело высокий процент алкоголя, были достаточно крепкие. В данном купаже крепость тоже достаточно высокая для современных купажей. Крепость здесь 46 градусов, но при этом бленд имеет холодную фильтрацию и подкрашен. Я так смотрю, многие о этом бленде не знают, и он в широком таком доступе не продается, хотя его стоимость не очень высокая, он стоит примерно столько же, как и Black Label. Такой виски — это на самом деле вещь интересная, и с точки зрения любителей и ценителей виски, которые хотят хоть немного прикоснуться к истории и немножко, попробовав этот виски, и представить себе, что же из себя представлял виски начала 20 века, такой виски будет хорошим подспорьем для развития и для расширения своего виски-кругозора. Скажу честно, этот виски я уже вскрыл, и первое, что меня встретило в аромате, это дрожжи и каучук. Вот такие ассоциации у меня возникли. Виски должен был бы раскрыться. Хочется вот сейчас в этом и убедиться вместе с вами. Давайте это и проверим, насколько этот виски
по прошествии недели изменил свои органолептические качества. Ах да, совсем забыл отметить, что здесь используются солодовые виски с Хайленда и Спейсайда. И виски имеют некоторую дымность, и эту дымность этому купажу дали дистилляты с острова Аран. Что интересно, в этом купаже используется высокая доля солодовых спиртов, более 50%. В аромате присутствует некоторая бражность, но она очень-очень маленькая. Дымность есть, но она очень-очень легкая. Такая дымность, похожая на затухший костер. В воздухе витает такая вот легкая, почти сладковатая дымность. В аромате присутствует цветочность, некоторая медовость. И знаете, еще я здесь в аромате чувствую ягоды, это малина. В целом профиль ароматики у виски очень легкий, очень нежный, с легким шлейфом дыма, цветочные оттенки, как и сказал, это малина и цветочный мед. По прошествии недели, как виски стал открытым, аромат у него стал более легким, но и при этом и не упростился. При первом глотке вас встречает более яркая дымность, но при этом, при всем, она очень мягкая, сладкая. И вообще вкус виски достаточно сладкий. Эта сладость сменяется ненавязчивой кислотностью. Чувствуется, безусловно, высокая солодовая составляющая. Зерновые спирты вообще на первый план не выпирают. Горечи зерновых спиртов нет. Также во вкусе присутствует вот эта ягода малина. И такие медовые оттенки. Очень приятные виски на вкус. 46 градусов, вообще очень мягкие. Купаж вообще не спиртуозный. На послевкусии тот же дым, который встречает вас при первом глотке. И этот дым сменяется вот этой сладостью медовой, сладостью вот этой ягоды малины. Послевкусие такой средней продолжительности. Ну и знаете, виски на самом деле очень классный. По мне так этот виски намного интереснее. Если говорить про ценовую категорию, намного интереснее Black Label. И среди купажей на сегодняшнем рынке, не знаю, я не могу сказать, который бы обладал такими же свойствами, как и этот бленд. У этого виски повышенная крепость. Эта крепость очень сглаженная, виски очень мягкий. Все при этом прослеживается хорошая работа мастера-купажиста. В аромате также есть какие-то такие восковые оттенки. В целом, да, ароматика очень нежная, очень легкая. Восковые оттенки, медовые оттенки, цветочные, ягодные и легкий такой прям дымок. Я не пробовал их оригинальную версию Ханки Баннистер. Да и, собственно, как-то желания особо не было, потому что, скорее всего, он, конечно же, будет победнее по ароматике и по вкусу, чем этот релиз. Поэтому я и решил ознакомиться с этим брендом именно с этого релиза. Есть у них еще 12-летняя версия и даже 21-летняя.
Что ж, виски действительно оказался очень классным, очень интересным. Интересен он и своей крепостью, интересен он и своей историей возникновения. Вот уже действительно наследие, которое через года нас может окунуть в историю купажированного виски, дать нам возможность попробовать оценить на вкус, как же выглядел купаж начала 20 века. А как я сказал, в то время подавляющее большинство было виски именно купажированным, да и сейчас на самом деле 90% всего шотландского виски, которое продается в мире, это виски купажированные. Или же 10% это только односолодовый. Несмотря на то, что в большинстве обсуждений во всяких пабликах, во всяких обзорах, конечно, это односолодовые виски, но реальность такова, что подавляющее большинство все-таки до сих пор это виски купажированные. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал. В ближайшее время еще будет больше обзоров на виски. Всем всего доброго и до новых встреч!